Колыбельная для самоубийцы. Автор Момо Ю, читает Кэт Вилд. Пролог. Почему заработок денег всегда должен напоминать изощренную пытку, позаимствованную с какого-нибудь круга ада? Вновь задается избитым вопросом Чонгук, разваливаясь на любимом диване. Как же он сказочно задолбался. За работу платят сущие гроши и бонусом опустошают и без того искалеченную душу. Свободное от каторги время Гук упрямо заполняет глупыми увлечениями, которые возвращают ему относительное спокойствие, которое на следующий же день идет прахом. Он устал, сильно, окончательно. Из-за унылой работы и душевных терзаний жизнь для него монохромна и полна дерьма. Его уже начинают посещать мысли оставить низкооплачиваемое поприще и податься в эскорт. Придется сделать пластическую операцию, чтобы губы никогда не покидала подхалимская улыбка, а также избавиться от остатков стыда и гордости. С этим проще. Будет зарабатывать огромные бабки, обслуживая одинокие сердца, позволяя каждому из них не только получить его внимание, но и забраться к нему в трусы. Впрочем, Чонгук еще не так сильно пал, чтобы бросать все и идти на панель. Пока еще терпеть можно, только надолго ли его хватит? «Чонгук, это к тебе», — заявляет Хасок, бесцеремонно открывая дверь в комнату младшего. Сколько они об этом не говорили за кофе по утрам, старший все так же считает приличие пустым звуком, просьба глупостью, поэтому открывает дверь чуть ли не с ноги. А вот щеколду поставить не дает, потому что это верх недоверия и мизантропии. Они-то друзья. К чему границы и личное пространство? Что может скрывать известный Соку с головы до пят малыш Чонгук? Делить квартиру с Хасоком очень непросто. «Ко мне», — лениво отзывается Гук, не желая вставать. Только удобно устроился. «Точно, я никого не жду. Сказала, что к тебе, по делу». Чонгук хочет спросить, как выглядит неожиданный визитер, чтобы выдумать причину его появления на пороге. Но Хасок быстро теряет интерес к диалогу и удаляется в свою комнату, напевая знакомый Гуку мотивчик. Очередная мегапопулярная композиция рэпера Юнги. Старший вроде бы рэп не очень любит. Сказывается воспитание в ежовых рукавицах и приклеенные материнскими слезами несбывшихся надежд скрипка к маленьким ладошкам. Но Юнги он уважает. Даже альбомы покупает, а по вечерам нежно их поглаживает и складирует в недоступных младшему местах. Словно это возможно в такой крохотной и тесной квартирке, заставленной мебелью и коробками, которые Сок клянется вот уже 3-й год отправить в родной Тегу. Гук нехотя поднимается со скрипучего дивана, подходит к зеркалу и строго обводит себя взглядом. Выглядит он непрезентабельно. Обросший, небритый, в черной мятой футболке и рваных шортах с пятнами невыводимой едкой синей краски. Чонгука раздражает эта небрежность и распущенность. Раньше он себе такого не позволял. Отец был строгий и щепетильный в вопросах внешности. Этим и заразил Гука, впервые дав тому бритвенный станок и пену. С тех пор прошло много времени. Столько, что Чонгук позабыл, что раньше для него имело ценность. Он стремился к тому, чтобы выглядеть опрятно всегда и везде. Порядок в мелочах ведет к порядку в жизни в целом. Вероятно, именно поэтому все сейчас в жизни Чонгука идет наперекосяк, а он не вылезает из глубокой задницы. Гук пытается отыскать в брошенных на полу вещах тапки или же кроссовки, но не находит ничего, поэтому вышагивает по узкому коридору босиком и выбирается на лестничную площадку, проклиная свою неорганизованность и бардак в комнате. За порогом его ждут. Чонгук не успел вообразить никого, кому он вообще мог понадобиться сейчас. Поэтому гость его сразу же удивляет. Он выглядит молодо и свежо, чуть-чуть ниже Чонгука,
немного худей. У него привлекательное лицо овальной формы, копна красиво уложенных светлых волос и усталые карие глаза, которые не выражают никакой особой эмоции. Одет он в белую рубашку, черный пиджак и темно-синие джинсы, которые подчеркивают красоту длинных и в меру мускулистых ног. Выглядит парень аккуратненьким, чистеньким, и поэтому Гуку становится совсем непонятно, какого черта ему от него надо. Чонгук замечает, что в руках незнакомец держит черную панамку, солнцезащитные очки и что-то еще. Маска доходит до Гука. Он еще раз смотрит гостю в лицо. Нет следов прыщей или каких-то иных чудовищных изъянов. Тогда зачем? Да и что он тут забыл? Ошибся адресом? «Мне нужен телохранитель», — заявляет бодро блондин, тараня Гука требовательным взглядом, опуская все заведенные этикетом прелюдии. В голосе отчетливо слышится пусанский диалект. «Приехали». Чонгук не отвечает. Хмурит брови и раздраженный щелчок языком. С какой-то стати ему бежать ретивой псиной, наброшенный каким-то ухоженным говнюком призыв? Гук завязал. Он уже достаточно нажил себе проблем на поприще секьюрити. Куда еще? С него хватит, довольно. Пусть кто-то другой защищает лоснящиеся рожи, свиные брюшки и мешки с деньгами. Теперь он почетный курьер. Доставит вам вовремя пиццу или какую-нибудь другую страшно вредную и столь же вкусную еду. Если еда остынет, то доставка за его счет. Она точно остынет, потому что ориентируется на местности Чонгук с трудом. «Это не ко мне», — решает ответить Чон, разбив нежные мечты симпатичного не его клиента одним предложением. «Я больше этим не занимаюсь». «Зарплата будет достойная, как и бонус», — упорствует блондин. Чонгуку не нравится его повелительный тон, который обязывает подчиниться. Кажется, парень смотрит на всех свысока. Хотя почему кажется? Богатенький сыночек какого-то олигарха, возвращенный в тепличных условиях вседозволенности и ласки. Естественно, он сброд без белых яхт и Феррари за людей не считает, брезгливо избегая их убогого общества. «Кто вас прислал?» Голос Чонгука твердеет, взгляд становится жестче, но парень не реагирует на исходящую от него угрозу. «Один знакомый. Скажите ему, что я не при делах, окей?» Гук хочет развернуться и захлопнуть дверь. «Всего 1 неделя!» — звенит высокий голос, достигая всех укромных уголков унылой халупы. Чонгук слышит, что Ухасок вышел из своего убежища. Отчитка Юнги из динамика стихла. «О большем я и не прошу. Мне очень нужен телохранитель». Теперь голос незнакомца звучит слабо и умоляюще, словно он действительно нуждается в помощи Чонгука. Но это же неправда. Телохранителей в городе сотни, тысячи. Почему им должен быть именно Чон, который вот уже 4 месяца отошел от дел, повесив на крючок черный пиджак в пятнах красного вина и карбонары? Почему я? Я слышал, что вы не задаете лишних вопросов. К тому же не состоите в агентстве. Мне не нужны посредники. Чонгуку очень хочется сказать «нет». Он решил, что не будет больше этим заниматься. Это его новый принцип. Гук считает, что у человека должны быть принципы, иначе чего стоит человек? Но предложение слишком заманчиво и интересно. Всего неделя. 7 дней. Незнакомец продолжает наступать, расписывая радужные перспективы, убеждая согласиться. Сумма, щедро предложенная, более чем устраивает нищего Чонгука. На чаше хрустальных весов пыльные принципы и нормальное существование. Отец бы умер от стыда, узнав, что его любимый и единственный сын тянет руку к деньгам, перевязанным красной ленточкой, а не к высокой идее, мысли, которой он так боготворил. Хорошо, что он уже мертв, а им, как известно, не до презренной земной жизни. «Меня зовут Пак Чимин.
У нанимателя появляется имя, Чонгук кивает. Кажется, этому парню уже известно о нем все. Завтра вы должны явиться по этому адресу к часу. Вы ведь водите машину? Да. Тогда будьте готовы завтра демонстрировать ваше мастерство. После этих слов Чимин кланяется, благодарит за уделенное ему время, надевает очки, панамку, маску и быстро уходит. От него остается только белая бумажка с нацарапанным на ней адресом. Чонгук знает это место. Один из лучших отелей в Сеуле, который впечатляет исполинским размером и неадекватными ценами. Впрочем, в самый раз для личинки олигарха, переходящей в стадию имага. «Кто он такой?» — интересуется неожиданно возникший прямо у порога Хасок. «Кто-то», — пожимает плечами Гук. «Платит хорошо, так что поработаю на него недельку». «Ты же завязал». «Как завязал, так и развяжу. Мне нужны деньги. Главное, это ненадолго». «Ты только поаккуратнее, Гуки. Знаешь, какими ублюдками они бывают?» «Да, Чонгук не понаслышке знает». От одного упоминания напрягаются мускулы и сводит челюсть. В Гоке разгорается неистовый пожар злости и раздражения, смешанного с отвращением. Он сжимает в руках клочок бумаги с яростью, грубо комкая. Он не позволит делать Чимину все, что вздумается. Главное только не переборщить, как это было в прошлый раз. Чонгук вспоминает о технике дыхания, представляет себе океанариум, где был давно-давно с невестой. Там была чистая прозрачная вода, такое огромное пугающее пространство всех оттенков голубого и синего. Это был прозрачный замок, хранящий секреты иной неведомой человеку жизни. Туннели из стекла, которые позволяли проникнуть в самое сердце моря, очутиться на дне и незамутненным взглядом разглядеть все тайны причудливых созданий, обитающие в толще воды. Темно и тихо, но так непостижимо красиво. Всюду рыбы, раскрашенные природой самыми яркими красками, и их плавные движения, действующие как гипноз, заставляющие расслабить мышцы и позабыть обо всех тревогах. Воспоминания возвращают Чонгуку спокойствие, открывает дверь в давно утраченный мир. Он словно вновь стоит у высокого аквариума и с любопытством смотрит на удивительных морских созданий, которые косяком путешествуют повсюду, минуя препятствия, а затем они скрываются в темно-зеленых водорослях. Он стоит рядом и молчит. Чонгук чувствует на себе ее пытливый взгляд и нежную улыбку. Больше она никогда не будет на него так смотреть. День первый. Отель встречает Чонгука как-то совсем нерадушно. Парень за стойкой с глупой улыбкой долго проверяет данные, прежде чем сообщить Чимину о том, что его гость прибыл. Он раз 5 переспрашивает, несколько раз звонит в номер, но ответа не получает. Поэтому дарит Гуку жалкую натуженную улыбку и предлагает подождать еще. 20 минут ожидания кого угодно взбесят. Чонгук не отличается терпением. К тому же все начинает ужасно походить на несмешной розыгрыш. Гук даже думает, что стоило послушать Хасока и разузнать все об этом загадочном Пак Чимине. Может, он нищий, а может, бандит или что пострашнее. Чонгук вновь повелся на деньги, потеряв голову. Вечно с ним так. Еще в школе он попадал в глупые ситуации, берясь за работу, где пророчили огромные богатства. А потом стыдливо объяснялся перед отцом, почему завалена математика и корейский, а директор жаждет приватную беседу в следующий понедельник. Почему, когда дело касается денег, у тебя выключаются мозги? Гневался красный от возмущения отец. Последнюю встречу он не наградил сына даже замечанием. Он лежал на больничной койке в белой футболке и равнодушно глядел в окно, наблюдая за тем, как чернеет нежно-голубое небо. Чонгук ждал вспышки, кары, но отец только покачал головой, сказав: «Что же мать будет делать с тобой?»
Все, хватит. Гук не хочет больше барахтаться в мутных водах воспоминаний, которые жгут еще не зажившие раны, разъедая те солью. Но только он собирается уйти, как парень за стойкой радостно объявляет, что Чимин готов его принять. Номер Пака оказывается на 10-м этаже. Чонгук без труда находит его в череде совершенно одинаковых дверей. Он стучит в темно-красную дверь с золотым номером, и через мгновение та открывается, давая Гуку лицезреть нанимателя во всей красе. Чимин еще мокрый, с румяными щеками и влажными волосами. На нем висит красный махровый халат. Явно только из душа, еще и босиком. Идет по гладкому чистому полу и оставляет за собой мокрые следы. Гук снисходительно смотрит ему вслед. Богатый же имеет право вести себя, как вздумается, думает он, проглатывая замечание. Апартаменты Чимина поражают скудное воображение Чонгука. Тот знал, отдаленно представлял, что номер должен быть хорошо обставлен и обязан удовлетворять все прихоти богатого и обласканного роскошью человека. Но такого он не ожидал. Гостиная огромная, светлая, с большими окнами, с гардиной и золотыми шторами, притаившимися в углах. Интересно, Чимин сам их отодвинул в стороны, или же это сделала горничная? Почти посередине комнаты стоит белый диван с кремовыми подушечками, на которых заботливо вышита эмблема отеля. Перед ним стеклянный стол, на котором стоит серебряный поднос с пустой белой чашкой, с запекшимся на дне кофе и пачка открытых сигарет с белой пепельницей. А по бокам стоят два кресла. Напротив дивана с левой стороны на стене висит плазменный телевизор. Под ним прямоугольный деревянный мини-бар со стеклянными дверцами, а в углу комнаты небольшой холодильник. При входе в номер направо расположен столик с двумя стульями и скатертью, на котором все еще стоит упакованная подарочная корзинка фруктов. Где-то посередине правой стены притаилась белая дверь в спальню, которая закрыта от посторонних глаз. Слева расположена ванная комната и туалет. Но шокирует Чонгука лишь одно. Справа в дальнем углу у стены уютно устроилась пианино белого цвета. Чонгук ошарашенно смотрит на музыкальный инструмент и ни о чем не может думать. Чимин не замечает его удивления и предлагает сесть в кресло, а сам усаживается на диване, закидывая ногу на ногу. Гук выбирает кресло ближе к пианино, чтобы сидеть к нему спиной и не отвлекаться. Он знал, что номера для богатых такие, богатые, но пианино в номере. «Я проведу в Сеуле всего неделю», — деловито сообщает Чимин. «Вы должны меня сопровождать везде. Желательно также оставаться на ночь». «Тут?» — оглядывает комнату Чонгук. «Да, тут. Чем-то не устраивает номер?» «Нет, просто обычно телохранители остаются снаружи». «Так я к себе в постель не зову», — расслабленно произносит Чимин. «Только хочу, чтобы к моей охране вы отнеслись со всей серьезностью». «Вам кто-то угрожает? Или вас кто-то преследует? Только будьте максимально откровенны. Это важно для вашей безопасности». «Скажем так, в этом городе есть много людей, которые мне не рады. Не знаю, многие ли из них готовы мне реально причинить вред, но все равно хотелось бы себя обезопасить». Ответ звучит размыто, но Чонгук начинает понимать, почему наняли именно его. «Кстати, а почему вы пришли в официальном костюме?» Чон старается не краснеть и сохранить уверенный вид. Он думал, что сначала будет что-то вроде собеседования, поэтому нацепил на себя единственный костюм и красную рубашку. А вообще он придает ему солидности и зрелости. Так, впрочем, говорит только Хасок. Гуку хотелось произвести хорошее, правильное впечатление. «Вас не устраивает? На мне должна быть гражданская одежда?» «Нет. Вчера вы выглядели столь небрежно, что я волновался, что вы придете в мешке из-под картошки,
прямо говорит Чимин, ехидно улыбаясь. Я разрывался между ним и этим костюмом. Тогда вы сделали правильный выбор. Чонгук не ожидал такого, но Чимин ему нравится. Он не так надменен, не так строг, ведет себя обычно, располагает своей простотой и легкостью в общении. Гук воображал, что он будет то еще занозой в заднице и за обещанную сумму вытрясет из него весь дух. Пока же Чимин создает впечатление милого малого, немного странного, легкомысленного, но безвредного и совершенно не зазнавшегося. Он позволяет Чонгуку провести пару часов перед телевизором, пока сам отдается сборам и важным звонкам. Гук слушается, но зомби-ящик почти не смотрит. Он пытается услышать, о чем же говорит Чимин в комнате за белой дверью. Порой его голос звучит очень звонко и гневно, но отдельных слов недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Через почти 2 часа Пак появляется в гостиной. На нем белая рубашка с каким-то замысловатым сиреневым узором на левой груди, заправленные в черные обтягивающие брюки и опять босиком. «Один предмет моего туалета утерян, поэтому мне нужно, чтобы вы съездили за новым». «Туалета?» — повторяет неловко Чонгук, вставая, а, заметив недоумение в лице Чимина, тут же поясняет, что понял, о чем идет речь. «Вам нужно заехать в этот магазин». Чимин протягивает сложенную вдвойне бумажку и красный конверт. Тут деньги. На парковке отеля стоит взятая мной на прокат машина. Вы можете воспользоваться. Вот ключи. Это какой-то очень важный аксессуар? Несомненно. По правде сказать, Чонгуку нравится работа такого плана. Никаких тебе проблем и заморочек. Это не постоянное следование за каким-то высокомерным, зазнавшимся придурком, который размахивает деньгами по сторонам и на всех рычит. А его надо защищать грудью и даже в случае его вины не давать никому его трогать. Гук уже осознал, что ему не нравится взаимодействовать с людьми. Надо найти работу, где их не будет вовсе. Вот сейчас он закончит батрачить над Чимина, тот ему заплатит, и можно искать то самое место под солнцем, где в день можно будет обойтись десятком фраз. Он устроится, будет жить хорошо, съедет уже, наконец, от Хосока, затем в гости к маме как-нибудь. Она была бы рада. А вот отец... Перед поездкой Чонгук тщательно проверяет автомобиль на наличие поломок и чего-то инородного, а затем предельно точно следует инструкции. Садится в машину, вводит в навигатор адрес и уже через 15 минут оказывается у модного магазина с красно-золотой вывеской на французском языке. Гук смело заходит внутрь теплого помещения. Всюду шляпы всех фасонов, трости с разными набалдашниками, ремни, шарфы, платки, сумки и кошельки. Чонгук равнодушно проходит мимо всего этого богатства, направляясь к длинному прилавку. За ним стоит аккуратненькая девушка, которой он смело вручает конверт. Только потом Чонгук понимает, что не знает даже, зачем конкретно приехал. Но девушка не теряется. Открывает конверт, там находятся деньги и номер заказа. Она тут же скрывается за дверцей в подсобку. «Вы друг господина Чимина, да?» — спрашивает она, возвращаясь и протягивает Чонгуку темно-коричневую коробочку размером чуть больше ладони. «Передайте ему нашу благодарность». Гук кивает, берет заказ и возвращается в машину. Вообще он не любопытный, совсем нет. Но ему интересно, что же заказал себе Чимин. Важный аксессуар. Что это может быть? Может, там часы, платок, очки? Нет, коробочка маловато. Чонгук старается уберечь себя от неразумных поступков, но уже устоять не может. Коробочка притаилась на сиденье и так и ждет, когда ее кто-нибудь откроет. Уже на стоянке отеля Гук барабанит по рулю пальцами, грызет нижнюю губу и не выдерживает. Чимин об этом не узнает. Чонгук глянет одним глазком.
Чон открывает коробочку с трепетом, рассчитывая увидеть нечто невероятное, удивительное, поражающее воображение. А находит там пару белых кожаных перчаток. Гук смотрит на них с презрением и разочарованием с минуту, а затем закрывает коробочку. Лучше бы он этого не знал. За время отсутствия Чонгука Чимин смог надеть ботинки, чистенькие и черные, похоже, совсем новые. Гук вдруг задумывается, а точно ли он то привез? Он же у Чимина ничего не спросил, когда уходил. Мог и перепутать. Это будет провал, но уже поздно. Деньги отданы, коробочка протянута Чимину. Тот ее открывает и совершенно спокойно натягивает на ладони перчатки. «Вчера прилетел и, наверное, оставил свою пару в аэропорту», — сообщает Пак, замечая пристальный взгляд Чонгука. «А без них не могу». «Только вчера?» — удивляется Гук. «Да, и сразу же поехал за вами, а потом сюда». Похоже, Чимин не собирался, но не намеренно польстил Чонгуку, дав возможность ему ЧСВ разбухнуть. Гук не подает виду. Даже сдерживает улыбку, но эта история кажется ему забавной. Человек такой важности и сразу из аэропорта к нему. Впрочем, это также жутко легкомысленно и опасно. Он себя совсем не бережет. «Мне надо еще кое-что забрать», — говорит Чимин, поглядывая на наручные часы. «Я могу съездить». «Нет», — твердо произносит Мин. «Это важная вещь, и я должен получить ее лично в руки». Чонгук не намеревается спорить, хотя это кажется ему весьма странным. Что еще за вещь такая, которую Чимин должен получить именно лично в руки? Она настолько ценна и неповторима? Но вряд ли Мин может откровенничать. Они вместе покидают номер и садятся в машину. Гук вспоминает, что девушка за прилавком попросила передать Чимину благодарность. Он неловко воспроизводит ее, но реакции никакой не следует. Мин молчит. Неприятная воцаряется тишина. Очень тяжелая, вязкая, волнительная. В горле Гука застывает комок. Становится неспокойно на сердце. Гук то и дело смотрит в зеркало заднего вида, чтобы проверить важного пассажира. Чимин сидит, скрестив руки и прикрыв глаза. Его же не укачивает в машине. Гук даже не спросил. Кажется, что в Паке что-то изменилось, аура его стала иной. Чонгук не может объяснить, но совсем недавно от Мина веяло теплом и добродушием. Он располагал к себе и казался приятным человеком, а сейчас от него исходит что-то иное, опасное и темное. «Не могли бы вы смотреть на дорогу?» — раздраженно произносит Чимин. Чонгук вздрагивает и крепче сжимает руль. «Простите, может, музыку включить? Может, вам помолчать?» Вот это перемена. Неожиданно Чимин стал грубее и резче. Неужели проснулось высокомерие? Как вовремя. Чонгук устало выдыхает, решая сосредоточиться на дороге. Кажется, все будет не так легко, как он успел себе возразить. Этот Пак Чимин чертовски непонятный. Вначале он показался приветливым парнем, располагающим к себе, который не против даже пошутить с охраной. Тут уже напустил важности, враждебности, неподоступности. Это непрозрачный намек на то, что в номере за закрытыми дверями они могут быть друзьями да шутки шутить, а за его пределами Чонгуку непозволительно переступать проведенную его величеством черту. Когда-то Гук уже сталкивался с таким, поэтому у него не выходит даже нормально удивиться. Похоже, все богатые люди одинаковые, но ничего страшного. Каких-то жалких 6 дней, и не такие муки выпадали на участь Чонгука. Дорога длинная, утомительная, непредсказуемая. Так еще Чимин отказывается назвать точный адрес, командуя, куда надо поворачивать. Чону в какой-то момент кажется, что они никогда не приедут, потому что кружат кругами по Сеулу. Мин абсолютно внезапно говорит, где поворачивать, а остальную дорогу сидит с закрытыми глазами.
И куда они приедут? Может, смысл именно в этом? В блуждании по городу? Или же Чимин сумасшедший и таким образом развлекается? Непонятно, что хуже. «Следующий поворот направо последний», — говорит Мин. Так вечная прогулка подходит к концу. По указаниям, Чонгук паркует машину в каком-то темном месте. Тут нет ни вывесок, ни указателей, ни магазинчиков, ни забегаловок. Пустая улица, спальный район. В машине Мин надевает свои любимые панамку, очки и маску. На руках все те же белые перчатки. «Идти до места 15 минут», — стягивая маску, объясняет Чимин. «Я хожу быстро, поэтому не отставайте». Чонгук учтиво молчит, решая не вставлять, что у него удостоверение телохранителя имеется. А у таких людей все прекрасно со спортивной подготовкой. Он тащится за Чимином на расстоянии, внимательно оглядывает тихие улочки, но не замечает ничего подозрительного. Слежки нет. Они прибывают на место без происшествий. Ветхое здание в 6 этажей вызывает множество подозрений и активирует телохранительское чутье. Тут может быть небезопасно, решает Чонгук и сокращает дистанцию между ним и Паком, чтобы быть готовым ко всему. Оказывается, что здания сдаются под офисы. Объявление висит прямо на входе. Чимин докладывает, нужен тот, что на 3-м этаже. Они подходят к лифту, но на том оказывается записка. Не работает. Чимин чертыхается, и они поднимаются по лестнице. «Я зайду в кабинет, а ты подождешь меня снаружи», — говорит повелительно Мин, когда они оказываются на лестничной площадке перед заветным 3-м этажом. «Как я пойму, что вы в опасности?» «Тут ее нет». «Вы в этом уверены?» — спрашивает Гук, желая вложить в слова все свое негодование, но при этом не перейти запретную черту. Чимин даже не задумывается и кивает, а затем поправляет черную маску на лице. Ничего не сделаешь. Чонгук знает, что должен следовать приказам, даже самым абсурдным и угрожающим жизни клиента. Гук к такому привык. Он подчиняется, провожая Мина и скрипя зубами. Мин быстро говорит, что кабинет располагается за углом. Он снимает на ходу панамку, очки, поправляет волосы картинным жестом. А Чонгук замечает какое-то движение за углом. Пак уверен, тут безопасно, но Гук еще не изучил место и не знает, так ли это на самом деле. Поэтому на малейшую угрозу реагирует молниеносно. Заворачивая за угол первым, он хватает незнакомца за руку и заламывает ее ему за спину, а затем прижимает неизвестным рывком к стене. Требует у самого себя Чонгук, ничего ломать ему не надо. «Отпусти! Я свой, свой!» — цедит тяжело мужчина, выплевывая слова, пытаясь вырваться. Но Гук не двигается с места, крепче сжимая запястье. «Здравствуй, Минсо», — дружелюбно говорит Чимин, который даже не попытался остановить Чонгука и до сих пор ничего не предпринимает, с интересом разглядывая прижатого к стене знакомого. «Что за бугая ты нанял?» — шипит мужчина. «Специально попросил, чтобы я тебя встретил, да? Мне больно, между прочим». «Конечно», — улыбается счастливо Мин. «Как иначе бы я узнал, что Чонгуку можно доверять?» Чон понимает, что это все проверка, и тут же отпускает несчастного, попутно извиняясь за причиненный вред. «Все в порядке», — кряхтит Минсо, но отходит от Гука, опасаясь. «Ты очень силен. Думала, что ты меня в стену вдавишь». Чонгук не в первый раз сталкивается с такими идиотскими проверками. Чимин все еще довольно улыбается, не раскаиваясь в содеянном. Убедился, значит. Минсо стоит рядом и растирает руку, на которой точно появился красочный синяк. Гук сил не жалел, хоть и пытался держать себя в руках. Выглядит мужчина на лет 30, может 40. Он худ, костляв, сгорблен, явно курит, возможно, и пьет. Одет в белую рубашку и брюки цвета хаки, которые ему велики. У него довольно неприятное отталкивающее лицо. Есть в нем что-то хитрое и наглое.
Несмотря на то, что с Чимином они, судя по всему, друзья, Чонгук определяет Минцо как опасного человека. Нежелательно оставлять их наедине. Только вот вряд ли кто-то будет Гука слушать. Чимин и Минцо проходят в убогого вида кабинет, дверь которого не закрывается до конца, а Чонгук не решается лишить себя возможности слегка обогатиться бесполезными знаниями. На самом деле ему интересно, а что можно забирать из этого места? Разве это не офис? Не очень-то похоже на магазин. И что за вещь? Минцо не кажется торговцем чего-то законного. Да и у богатенького мальчика Чимина могли появиться такие связи. Может, Пак сам приторговывает чем-то незаконным? Маловероятно. Тогда бы охранника взял получше. Полная комплектация. Доносится строгий и высокий голос Чимина до Чонгука. «Конечно», — смеется хрипло Минцо. «Впрочем, доверяй, но проверяй». Затем раздается гулкий щелчок. Что-то открылось. Чонгук стоит спиной к стене и только слушает, превозмогая любопытство. Он не будет подглядывать. «Все, как и договаривались», — удовлетворенно произносит Чимин, и вновь раздается щелчок. Они говорят еще немного, разговор почти шепотом, о чем-то секретничают. Чонгук закрывает глаза и сосредотачивается на голосах, но почти ничего не слышит. А уже через несколько мгновений раздаются шаги. Чимин направляется на выход. «Ты еще заходи. Я-то не могу, ну, ты знаешь», — посмеиваясь, предлагает Минцо. «Хотя бы диск купил? Обижаешь, как не купить. Рад слышать». Голос Чимина в этот момент звучит необычайно тепло и трепетно. Получается, что они действительно близкие друзья. Но как-то странно. Мин только взял что-то у Минцо и уже выходит, вручая Чонгуку небольшой черный чемоданчик. Не слишком ли короткая встреча для близких друзей? Минцо остается в кабинете, а Чимин, натягивая панамку и очки, уже семенит на выход. «И не смей его открывать!» — оборачивается на лестнице, требует Чимин. Гук кивает. И не собирался, в общем-то. Неужели Мин как-то узнал о перчатках? «Отвезешь меня в отель и можешь поехать домой, чтобы взять вещи». «Вещи?» — переспрашивает очень глупо Чонгук. «Зубная щетка, сменная одежда и что там еще? Прекрати себя вести как идиот. Я нанимал тебя, предполагая, что твой интеллект позволяет тебе делать простейшие логические заключения». «Простите», — цедит Гук, сдерживая раздражение. «То есть я должен вас оставить одного?» «Отель хорошо охраняется. Ничего со мной там не случится. Проводите до лифта и хватит». Главное не цепляться к словам и относиться ко всему с юмором. Нельзя принимать все близко к сердцу, и тем более нельзя вымещать злобу на клиенте, как бы сильно он тебя не бесил. Нужно быть максимально спокойным и собранным, игнорировать вяканье клиента и быть внимательным к обстановке и обществу клиента. Вот в чем секрет успеха на поприще телохранителя. Поэтому Чонгук его так и не достиг. Кто же посоветовал Чимину нанять именно его? «У тебя еще какие-то вопросы?» — хмурясь спрашивает Мин, крепче прижимая к себе чемоданчик, словно защищая его. «Кто посоветовал меня нанять?» — мысленно спрашивает Чонгук, а затем понимает, что не хочет слышать ответ. Ведь только один человек мог это сделать. Только один тогда встал на его сторону, когда отвернулись все и стали презирать. Пусть его голос был бесполезен, Гук был действительно виноват. «Это несправедливо», — сказал тогда Намджун и похлопал Чонгука по спине. Чон так и не смог посмотреть ему в глаза и сказать: «Нет, Хён, я облажался». Хотел уточнить насчет выплаты бонуса, выпаливает Чонгук, сохраняя спокойствие в лице, не давая просочиться стыду и волнениями. «Треть суммы сегодня. Через 3 дня еще часть и последний день все остальное. Устраивает?»
Вполне. А бонусы? Они зависят от твоей компетентности. Дальше всю дорогу к машине и до отеля они молчат. Чонгуку не о чем говорить с Паком. Он отчетливо чувствует возникшую между ними железобетонную стену. Они из разных миров. Ни к чему им пытаться стать закадычными друзьями. Но вначале Чимин был так мил и забавен, что Гуку показалось. В общем, глупость выдумал. Тут не дружеские посиделки, а работа. Надо соблюдать дистанцию и обеспечивать безопасность клиента. И не пытаться стать ему другом. Чонгук ощущает себя жалким и нелепым, что он вообще себе возомнил. Надо быть благодарным за представленную работу. Поездка назад к отелю выдается еще более угрюмой и тоскливой, поэтому Чонгук чувствует облегчение, когда машина оказывается на парковке. Еще чуть-чуть, и он расстанется с переменчивым Паком. «Это ключ от моего номера», — тихо произносит Чимин, протягивая Чонгуку золотую глянцевую карту. «Только не возвращайтесь совсем поздно, хорошо? Можете взять машину». Чон провожает Чимина до лифта. Мин все так же прижимает к груди черный чемоданчик. Гук замечает, что выглядит Чимин сильно уставшим и каким-то неправильно грустным. Словно бы у него произошла какая-то ужасная трагедия, будто вернулся с похорон. Еще недавно он был куда бодрее. В лифте он устало облокачивается о стенку кабинки и, небрежно скользя пальцем, нажимает на панели цифру 10. Чонгук дожидается, когда сомкнутся створки дверей, и лифт тронется с места. До этого момента он стоит как вкопанный и не сводит глаз с утомленного Мина. Самое странное, Чимин отвечает ему тем же. До дома на машине Пака добирается довольно быстро. К отелю он ехал на автобусе и метро. Чонгук и позабыл, как это здорово — водить машину и иметь возможность попасть в любое место собственными силами. Когда работал, то много думал о покупке автомобиля, но постоянно почему-то ее откладывал. А ведь впервые серьезно задумался о ней еще в армии. Отец тогда был рад, что, наконец, сын мечтает о чем-то правильном, собирается достичь чего-то. Он даже хотел дать денег, но потом, как обычно, что-то пошло не так. С отцом вечно что-то шло не так. Только начинает казаться, что они пришли к пониманию друг друга, что готовы кинуться друг другу в объятия, как происходит нечто. И уже летит джезва по кухне, и уже забыто понимание. Отец краснеет, хватается за сердце, но продолжает упорно кричать. Мама заглядывает к ним и просит успокоиться. Они не могут. Продолжает так до крупной ссоры, до очередного наспех собранного чемодана, до поездки куда-то в ночь к кому-то, о ком больше никогда не вспомнишь. А вот печальные глаза отца никогда не забудешь. Настроение Чонгук себе окончательно испортил. Похоронил, так еще и станцевал на его остатках. Не хотел же влезать. Дома угнетенный и расстроенный Чон собирает вещи в спортивную сумку, но думает совсем о другом. Об отце и своих недостойных мерзких поступках, которые он никогда себе не простит. Сколько таких было, не сосчитать. «Хасок, я не в настроении», — твердо и громко произносит Чонгук, кидая сумку на кровать и принимаясь доставать вещи из шкафа. Гук всегда начеку. Иногда он не подает виду, но всегда слышит, как Хасок перемещается между комнатами. Порой он может позволить старшему пошалить, подурачиться, выпрыгнуть из засады и завалить Чонгука на кровать или пол. Но сейчас не та ситуация. Соку дважды объяснять не надо. Он входит в комнату без глупостей. «Не взяли?» — осторожно интересуется Хён, у которого уже явно готовы слова утешения. «Взяли. А что кислый такой?» Вспомнил кое-что. Хасок не напирает. Он знает, если Чонгук сам не рассказывает, то из него никогда не вытрясешь. Он дает ему несколько минут, но желание у Гука не объявляется. Сейчас ему хочется просто побыть одному.
Иногда он не прочь разделить с Хёном проблемы, выслушать его советы и поплакаться ему в жилетку. Порой это действительно помогает. Но иногда бывает так, что не хочется людей, не хочется разговоров, не хочется слов, утешений или дрянных мотивационных слов. Хочется пребывать в расстроенных чувствах и упиваться сплином. Сейчас у Чингука именно такое настроение. Может, позже он обратится к Хасоку за помощью и поддержкой, а пока Гук жаждет только тишину. «Послезавтра в бар идем. Ты с нами?» — переводит тему Сок. «Не знаю, как клиент отпустит». Чингук не отказывается от пиццы, купленной Хасоком, но о работе не распространяется. Старая привычка. Жизнь клиента конфиденциальна, даже если между ними не был заключен официальный договор. На самом деле это тоже странно. Обычно люди богатые суетятся с бумажками, вечно о них напоминают и составляют договоры на сотни страниц, которые потом приходится множество раз перечитывать, выясняя, за что в этот раз была уменьшена зарплата. Чимин прост. Он назвал сумму вчера перед дверью Чингука. Сегодня они обсудили детали, обменялись номерами телефонов, но Мин даже не взглянул на удостоверение Чингука, спрятанное во внутреннем кармане пиджака. В первую очередь вы нужны для вида, не сильно напрягайтесь, но помните, что может что-то произойти. Перед поездкой за таинственным чемоданчиком сказал Чимин. Чон делает смелое предположение, что Мин вообще никогда не сталкивался с телохранителями, никогда их не нанимал. Для него это что-то вроде игры. Он не относится серьезно к своей безопасности. Дурак. Чингука волнует, а не пристрелит ли папочка Чимина его, если он не сможет уберечь сыночку от опасности. Опять странно. Да разве любящий отец позволит какому-то проходимцу быть телохранителем драгоценного сына? Что-то тут не так. Может, отец Чимина умер? Тогда у них много общего. Чингук вновь одергивает себя. Опять задумался о возможной дружбе. Что с ним такое творится? Раньше никогда к людям так не цеплялся. А вот к Мину... Теперь скрупулезный ищет скрытые во мраке неизвестности точки прикосновения. Радуется мимолетным совпадением, как ограниченный дурак. «Так какой он?» — спрашивает Хасок. Чингук хочет ответить. Странный, непонятный, непостоянный, а отвечает красивый. В отель Гук возвращается к 8 часам. Он открывает дверь и обнаруживает, что Чимин сидит на диване в своем красном халате, закинув ноги на стеклянный столик, и ест дешевый рамен, смотря дораму. Волосы у него опять влажные. Неужели опять принимал душ? «Ты вовремя», — с набитым ртом произносит Пак, указывая на Гука палочками. «Деньги на столике». Чингук кивает, подходит к столу в углу, где на скатерти притаился белый конверт. Он ставит сумку на стул, берет его и пересчитывает деньги. Чимин продолжает на фоне уплетать лапшу, громко чавкая. Все, как и договаривались. У Чингука нет никаких претензий. Он убирает зарплату в конверт и прячет во внутренний карман пиджака. «Вам завтра куда-нибудь надо?» — деловито интересуется Гук. Он все же хочет работать по плану, а не как душа прикажет. Он все же профессионал. Или когда-то им был. В музыкальную школу, которая у торгового центра МОМО. Невзрачное здание за забором. Там еще клумбы с настурциями. «У вас прямо там встреча?» — удивляется Чон. «Да-да, именно там». И вот Чимин вновь мягче и приятней. Он не бросается словами, как ножами, ведет себя почти трогательно. Но стоит выйти на улицу, и он становится совсем другим. Эдакий хамелеон. Похоже, с этим уже ничего не сделаешь. Придется приноровиться к переменчивым настроению и отношению клиента. Мин допивает бульон и ставит пустую коробку на несчастный стол. Еще мгновение исчезают ноги со стеклянной поверхности.
Чимин подтягивается и направляется к себе в комнату, попутно зевая. «Встреча в час», — сообщает он Чонгуку, даже к нему не поворачиваясь. «Я не могу проснуться вовремя, так что если к 11 буду еще спать, будите меня». Чонгук обещает, что разбудит, и Мин скрывается за дверью, растворяется в темноте, не дав Гуку рассмотреть спальню. Чон впервые за день проверяет сообщения и звонки на телефоне, отвечает на некоторые, предупреждая, что вновь занят работой, а значит, никакого общения во время выполнения служебных обязанностей. Он хочет ответить Хасоку, но не может из-за содержания хёновского письма. «Красивый? Ты назвал кого-то красивым? Это ты серьезно?» Меньше всего Чонгук хочет сейчас думать о том, почему сказал нечто подобное. Он ставит будильник на 6 часов, переодевается в шорты и кофту и идет умываться и чистить зубы. Обычно на новом месте Гук засыпает с легкостью. Но сегодня ему совсем не спится. Он лежит на диване, положив руки под голову, смотрит в потолок, потом поворачивается на бок, садится, опять ложится, но уже на живот. Сон не идет. Чонгук закрывает глаза и представляет Чимина. Его ужасно усталые, утомленные и несчастные глаза. Тогда в лифте он выглядел так, словно его убивают, истязают. Но он не может об этом никому сказать. Чон старается не думать об этом, но видение настойчиво врывается в сон. Чимин прижимается плечом к кабинке лифта, закрывает одну часть лица ладонью, покрытой белой перчаткой, а на ней вспыхивают красные пятна. Напоминают назревшие оспины. «Не смотри на меня так», — молит Мин. «Лучше спаси». Чонгук чувствует, что действительно хочет спасти Чимина от этой страшной хвори, пожирающей его тело со страшной скоростью. Но как?